Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только смарт-часах компании Samsung. И сегодня я хочу поговорить с вами о том обновлении, которое было 3 дня назад. Ну, по крайней мере, в России 3 дня назад. Что оно принесло нового? И хочу, конечно, сразу вас огорчить, что нового ничего. Вообще, по функционалу я имею в виду. Я посмотрел, думаю, может быть, как-то установка приложений стала быстрее и так далее и тому подобное. Ну, нет, оказывается, все в том же смысле. Если вы хотите, чтобы ваши приложения устанавливались или циферблаты устанавливались быстрее, когда вы их ставите с Google Play, тогда вам стоит включить Wi-Fi на часах. И тогда это происходит намного быстрее. Ну а мы к основной теме. С момента запуска Galaxy Watch 4 двух версий уже было 2 обновления, по крайней мере в России точно, где исправили ошибки системы и были добавлены на Galaxy Watch 4 2 новых циферблата. Также на Galaxy Watch 4 была исправлена сенсорный бизель, плохо работал, и были кое-какие лаги, что они исправили. Ну, как говорят, у меня нету Galaxy Watch 4, и я проверить этого, естественно, не могу. На Galaxy Watch 4 же классика, в принципе, не было добавлено ничего. Был добавлен, по-моему, один циферблат. И то я не уверен, кстати. Информации я такой не нашел. Но вроде смотреть стал, вроде как новый появился, возможно. Да, и я на него сделаю обзорчик, кстати, в ближайшее время. В последнем же обновлении, да, которое было вот 3 дня назад, Samsung исправляет незначительные проблемы системы. Какие не уточняются вообще, потому что я этой информации в принципе не нашел. Просто написано, что исправление каких-то системных ошибок. Возможно. Посмотрим со временем, как это отразится на работе часов. Естественно, если были исправлены какие-то системные ошибки, то должно увеличиться автономная работа данных часиков. Посмотрим, а вдруг правда, да? Тем не менее, дорогие друзья, в Южной Корее уже выпущена новая версия прошивки для Galaxy Watch 4 Classic. В этой версии Samsung устранила также проблемы системы, но также добавила некоторые новые фишки, функции. Эх, какая радость! Версия прошивки будет вот такая. Получает 4 новых циферблата. Эта версия прошивки получает 4 новых циферблата встроенных, и это уже хорошо. Теперь вы и я можем установить гифку в качестве циферблата с помощью циферблата «Моя фотография». На этот циферблат я сделаю обзор, возможно, даже уже сегодня. Классный, кстати, циферблат, и я почему-то им не пользовался, но теперь буду. Туда можно установить просто пока фотографию, и всего лишь одну. В том же обновлении, которое вышло уже в Южной Корее, можно будет ставить гифку туда же. И также можно будет поставить несколько фотографий, которые будут меняться через определенное какое-то время. Не знаю, будет это настраиваться или это будет происходить автоматически как-то. Точно пока не знаю. Наконец-то будет исправлена проблема с отслеживанием сердечного ритма, которая появилась в первом обновлении Galaxy Watch 4. По крайней мере, Classic точно. Кроме того, будет улучшено измерение Samsung здоровья. Также будет, как я уже сказал до этого, измерение пульса улучшено и стресса, естественно, тоже. В функцию обнаружения падения будет добавлена опция чувствительности. Другими словами, мы сможем экспериментировать. Будешь падать с часами, если часы не сработают, тогда чувствительность можно увеличить будет. Если сработает, тогда убавлять и пробовать сделать ее меньше, чтобы она не реагировала на любые ваши, как скажем так, телодвижения рук. Это здорово. Также будут новые жесты для запуска приложений и определенных функций. В настоящее время мы с вами можем что делать? Использовать жесты, отвечать на звоночки, а также отключать звук звонка. Это тоже, в принципе, неплохо. Будет добавлена поддержка движений без звука, который синхронизируется с сопряженным смартфоном во время звонка. Основные элементы в циферблатах и средствах связи также будут улучшены. Наконец, компания изучила, как они сами это пишут, известные ошибки, чтобы улучшить Galaxy Watch 4. Новая версия прошивки имеет размер 477 мегабайт. Это, ребятушки, много. В принципе, это третья часть самой прошивки. И в настоящее время развертывается в Южной Корее для вариантов с LTE и без LTE включительно. Думаю, что в ближайшее время, возможно, месяц-два, данная прошивочка будет допущена и в других странах. И мы будем наслаждаться этими новыми фишечками. Так что ждем. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы видеть все сообщения, которые будут появляться на моем канале. И тогда вы точно не пропустите все новые фишечки, новые циферблаты,
купончики, или как они, и промокоды в том числе. Обязательно поставьте свой лайк и комментарий. Нравятся вам часы Galaxy Watch 4 или нет. До свидания.